Когда печаль и отчаяние в нас усиливается, тогда мы не можем приносить должного покаяния, не окаивать себя, не укорять, хотя в печальном расположении души и не предаемся греху. Когда он и угаснут, тогда опять мучитель наш внушает нам о милосердии Божьем, чтобы мы снова пали. Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нетлении нашего тела. Бесы же, по утверждению некоторых, ни о чем другом столько не веселятся, как о злосмраде и блуда, и никакой страсти не любят так, как оскверняющую тело. Чистота нас усвояет Богу, и сколько возможно делает Ему подобными. Земля с росою есть матерь сладости плодов, а матерь чистоты есть безмолвие с послушанием. Приобретенное в безмолвии бесстрастие тело при частом сближении с миром не пребывает непоколебимо. От послушания же происходящее везде искусно и незыблемо. Видел я, что гордость бывает причиной смиренномудрия, и вспомнил сказавшего: «Кто бы разуме ум Господень». Ров и плод надмения есть падение в грех, грехопадение же для желающих спастись часто бывает поводом к смиренномудрию. Кто хочет с объедением и насыщением победить беса блуда, тот подобен угашающему пожар маслом. Кто одним воздержанием покушается утолить сию брань, тот подобен человеку, который думает выплыть из пучины, плавая одной рукою. Совокупи с воздержанием смирение, ибо первое без последнего не приносит пользы. Кто видит в себе какую-нибудь господствующую страсть, тому должно прежде всего противу нее вооружаться, особенно же, если это домашний враг. Ибо если мы не победим сей страсти, то от победы над прочими не будет нам никакой пользы, а поразивши сего египтянина, конечно, и мы узрим Бога в купине смирения. Будучи в искушении, я ощутил, что сей волк хочет обольстить меня, производя в душе моей бессловесную радость, слезы и утешение. И по младенчеству своему я думал, что я получил плод благодати, а не тщету и прелесть. Если всяк грех, его жаще сотворит человек, кроме тела есть, а блудяй во свое тело согрешает, то это без сомнения, потому что истечением оскверняется самое существо нашей плоти, а в другом грехе невозможно этому быть. Спрашиваю здесь, почему о согрешающих всяким другим грехом мы обыкновенно говорим только «он согрешил», а когда слышим, что кто-нибудь сделал блуд, то с прискорбием говорим «такой-то пал». Рыба спешит убежать от удочки, а душа сластолюбивая отвращается безмолвия. Когда дьявол хочет связать два лица союзом постыдной любви, тогда испытывает ту и другую сторону, и потом же начинает возжигать огонь страсти. Склонные к сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоро на слезы и ласковы, но пекущиеся о чистоте не бывают таковы. Один мудрый муж предложил мне страшный вопрос. «Какой грех, — сказал он, — после человекоубийства и отречения от Христа есть тягчайший из всех?» И когда я отвечал «впасть в ересь», тогда он возразил: «Как же соборная церковь принимает еретиков и удостаивает их причащения святых тайн, когда они искренне анафематствуют свою ересь, а соблудившего, хотя он и исповедал сей грех и перестал делать его, принимая, отлучают на целые годы от пречистых тайн, как повелевают апостольские правила. Я поражен был недоумением, а недоумение это осталось недоумением и без разрешения. Будем испытывать, исследовать и наблюдать, какая сладость происходит в нас при псалмопении от беса блуда и какая от словес духа и заключающейся в них благодати и силы. Не забывайся, юноша. Я видел, что некоторые от души молились от своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, и думали, что они исполняли долг памяти и закон любви. Можно осквернить тело и одним осязанием,
ибо нет ничего столь опасного, как сие чувство. Помни того, который обвил руку свою краем одежды, когда нес престарелую свою мать, и удерживай чувство руки своей, и не прикасайся к сокровенным и прочим членам ни своего, ни чужого тела. Думаю, что человек не может быть назван совершенно святым, если прежде не осветит сего брения, то есть тело, и некоторым образом не преобразит его, если только возможно такое преображение во временной жизни. Возлегши на постель, мы наиболее должны бодрствовать и трезвиться, потому что тогда ум наш один без тела борется с бесами. И если он бывает сластолюбив или исполнен сладострастных мечтаний, то охотно делается предателем. Память смерти да засыпает и да восстает с тобою, и вместе с нею Иисусова молитва, едино помышляемая, ибо ничто не может тебе доставить столь сильное заступление во время сна, как сие делание. Некоторые утверждают, что брань сия во время сна и истечения происходит единственно от пищи. Но я видел, что одни, находясь в тяжкой болезни, а другие, держа самый строгий пост, часто были оскверняемы истечениями. Однажды я спросил об этом предмете одного из искуснейших и рассудительных иноков, и сей блаженный дал мне весьма ясные наставления. «Бывают, — говорил преснопамятный, — истечения во сне от изобилия пищи и от излишнего покоя, а иногда от гордости, когда мы, долго пребывая свободными от истечений, этим возносимся, иногда же от того, что осуждаем ближнего. Но от последних двух причин истечения могут случаться и с больными, а может быть и от всех трех. Если же кто чувствует, что он чист от всех сих показанных ныне причин, то блажен сей человек ради такого бесстрастия. Он от одной зависти бесовской претерпевает случающееся со временем, когда Бог сие на него попускает для того, чтобы безгрешным злоключением приобретал высочайшее смирение. Никто в продолжении дня не представляя себе в уме случающихся во сне мечтаний, ибо и то есть в намерении бесов, чтобы сновидениями осквернять нас бодрствующих. Услышим и о другом коварстве наших врагов. Как снеди, вредные для тела, по некоторому времени или день спустя производят в нас болезнь, так и весьма часто действуют и причиной, оскверняющую душу. Видел я наслаждающихся и не вдруг боримых. Видел, что некоторые едят и пребывают с женщинами, и в то время не имеют никакого худого помышления. Но когда они обольстились самонадеянностью и возмечтали, что имеют мир и утверждение, то внезапно подвергались погибели в своей келье. А какая это погибель, телесная и душевная, которой человек может подвергнуться один, знает тот, кто находится в всем искушении, а кто не был искушен, тому и знать не надобно. В это время великой мощью служит нам худая одежда, пепел, стояние всенощное, голод, жажда, палящий язык и немногими каплями прохлаждаемое, пребывание при гробах, а прежде всего смирение сердца, и, если можно, Отец Духовный или усердный брат, скорый на помощь, и старый разумом. Ибо я почитаю за чудо, чтобы кто-нибудь мог один сам собою спасти корабль свой от сей пучины. Часто один и тот же грех, будучи сделан одним человеком, заслуживает вторично большее наказание, нежели когда он сделан другим, судя по нраву согрешившего, по месту, где грех случился, духовному возрасту, в котором был согрешивший, и по многим другим причинам. Поведал мне некто об удивительной и высочайшей степени чистоты. Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил о ней Творца, и от одного этого видения возгорел любовью к Богу и пролил источник слез. Поистине удивительное зрелище. Что иному могло быть рвом погибели, то ему сверхъестественно послужило к получению венца славы. Если такой человек в подобных случаях всегда имеет такое же чувство и делание,
то Он воскрес, нетленен, прежде общего воскресения. Так должны мы поступать и при слушании песнопений и песней. Боголюбивые души, когда слышат пение мирских или духовных песен, исполняются чистейшего утешения, любви божественной и слез. Между тем, как в сластолюбивых возбуждается совсем противные чувства. Некоторые, как мы прежде говорили, пребывая в безмолвных местах, гораздо более бывают боримы от бесов, и сие неудивительно, потому что бесы обыкновенно пребывают там, будучи изгнаны Господом в пустыне и в бездну ради нашего спасения. С особенной лютостью нападают на безмолвника бесы блуда, чтобы изгнать его в мир, внушивший ему, что он никакой пользы не получает от пустыни. Но когда мы пребываем в мире, они отходят от нас, чтобы мы, видя себя свободными от брани, остались между мирскими. Итак, где мы терпим нападение от врагов, там, без сомнения, и сами сильно с ними боремся, а кто этой брани не чувствует, тот оказывается в дружбе со врагами. Когда мы пребываем по некоторой нужде в мире, нас покрывает рука Господня. Часто может быть и молитва Отца Духовного, чтобы имя Божие не хулилось через нас. Иногда сие бывает от нечувствительности и от того, что мы прежде уже много испытали то, что видим и слышим, и насытились этим, или от того, что бесы с намерением отступают от нас, оставляя беса гордости, который один заменяет собой всех прочих. Все вы, желающие обучиться чистоте, услышьте еще об одной хитрости и коварстве обольстителя душ и будьте осторожны. Некто собственным опытом изведал сей обман его и сказывал мне, что бес плоского сладострастия весьма часто вовсе скрывает себя, наводит на инока крайнее благоговение, производит в нем источники слез, когда он сидит или беседует с женщинами, и подстрекает его учить их памятованию о смерти, о последнем суде и хранению целомудрия, чтобы сие окаянные, прельстившись его словами и притворным благоговением, прибегнули к этому волку как к пастырю. Но окаяннейший он и, от близкого знакомства получив дерзновение, наконец подвергается падению. Всеми силами будем убегать, чтобы не видеть, не слышать о том плоде, которого мы обещались никогда не вкушать, ибо удивляюсь, если мы считаем себя крепчайшими пророка Давида, чему быть невозможно. Похвала чистоты столь велика и высока, что некоторые из отцов осмелились назвать ее бесстрастием. Некоторые говорят, что по вкушении плотского греха невозможно называться чистыми, а я, опровергая их мнение, говорю, что хотящему возможно и удобно привить дикую маслину к доброй. И если бы ключи Царства Небесного были вверены девственнику по телу, то мнение оное, может быть, имело бы основательность. Но да постыдит умствующих таким образом тот, кто имел тещу, а был чист и носил ключи Царствия. Змей сладострастия многообразен. Не вкусившим сласти греха он внушает, чтобы только однажды вкусили ее и перестали, а вкусивших коварный побуждает воспоминанием опять к совершению греха. Многие из первых по элику не знают зла сего, бывают свободны и от борьбы, а из последних многие, как познавшие опытом сию мерзость, терпят стужение и брани. Впрочем, часто случается и совсем противное этому. Иногда восстаем мы от сна чисты и мирны, и это бывает тайным благодеянием, которое мы получаем от святых ангелов, особенно когда мы уснули со многою молитвою и трезвением. Иногда же встаем нечистыми и смущенными, причиной же сего бывают худые сновидения.